Всем привет! Вы на канале 88 клубков. Это канал по вязанию. Меня зовут Настя. В этом видео я вяжу самую модную модель этой зимы. Шапку-ушанку крючком из толстой пряжи. Очень простая и понятная схема. Подробно покажу и расскажу, как связать затылок, выпустить уши, связать отворот, собрать макушку и сделать затылочный шов. Смотрите видео до конца, так как все моменты и тонкости я озвучиваю. Ваша пряжа и плотность вязания может отличаться. Я озвучу рядность, количество петель и размеры изделия в сантиметрах. Шапка получится очень легко и быстро. Я потратила всего 2 часа, несмотря на то, что снимала для вас ролик. Подписывайтесь на мой канал, приступим к работе. Мне потребуется пряжа. Я остановилась на толстой пряже пехорка осенняя. Ее характеристики: в 150 метрах 200 грамм. Крючок номер 7. Также у меня есть остатки кид мохера черного. Я буду его ввязывать для большего объема и пушистости изделия. Ножницы и маркер. Я создаю первую петлю и провязываю цепочку из 22 воздушных петель. Количество петель набора обусловит глубину изделия по затылку. Сейчас я начну вязать с затылочной части и набираю нужное количество петель. На данном этапе длина моей цепочки 25-26 сантиметров. Пропуская одну петлю, оставляю ее на петлю подъема, у меня остается 21 точка для провязывания. Провязываю в полупетлю столбики без накида, но не до конца ряда, а оставляю 6 петель, 6 точек для провязывания свободными. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Вяжу до этой петли. Теперь делаю петлю подъема, переворачиваю полотно и вяжу в заднюю полупетлю столбики без накида в обратном направлении. Здесь сейчас важно понимать, что часть недовязанная сформирует макушку. Здесь будут вывязаны треугольные клинья. Противоположная часть — это край шапки, который пойдет вокруг лица. Поэтому, чтобы здесь последняя петля не держалась на одной нити, я провязываю последнюю и первую петлю в этой точке за обе дужки. Столбик, петля подъема, переворачиваю и снова первая за обе дужки. Далее за заднюю полупетлю, это основной узор полотна. Вяжу до конца ряда. В каждом ряду при вязании от края к макушке я буду спускаться на 2 петли и захватывать их в формирование клина. Поэтому сейчас вяжу до этой точки, далее покажу. Теперь я спускаюсь на одну незадействованную петлю, подтягиваю плотно рабочую нить, чтобы не было отверстий, и провязываю столбик без накида. В следующую просто соединительная. Каждый ряд к макушке будет увеличиваться на 2 шага. Петля подъема в обратном направлении. Я снова в конце ряда по клину провязываю последнюю петлю и спускаюсь еще на 2. Столбик и соединительная. Петля подъема в обратном направлении. Ряд туда и ряд снова к спуску. Здесь, напоминаю, последнюю первую петлю провязываю за обе дужки. Сейчас последний, третий раз я увеличиваю свой ряд, спускаюсь столбиком, захватывая новую точку для провязывания и делаю последнюю соединительную. Это готовый один клин.
Таких по моему изделию будет 5. Они из раза в раз будут повторяться по вязанию угла, но будут разные по вязанию края шапки, так как у меня модель шапки ушанка. Я делаю петлю подъема и возвращаюсь в начало, в край моего изделия, в эту точку, столбиками без накида в заднюю полупетлю. Здесь сейчас также за обе дужки последний столбик, и мне нужно удлинить край для формирования уха, примерно 11 столбиков. Переворачиваю вязание в заднюю полупетлю, пропуская петлю подъема. Фактически у меня 10 точек для провязывания образовалось. Я вяжу столбики без накида в обратном направлении. Сейчас по вязанию клина у меня будет повтор, то есть здесь точно так же я отсчитываю 1, 2, 3, 4, 5, 6 точек для провязывания и довязываю только до этой. Клин повторяется. Здесь вяжу на удлинение уха. Я провязала 7 рядов по уху. Таким образом размер получился 9-11 сантиметров и глубина 40-41. И еще один мой клин по макушке закрылся. Так это сейчас выглядит. Здесь я поднимаюсь, напоминаю, здесь спускалась на 10 петель плюс подъемная. Сейчас я спускаюсь на 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Тот же уровень. И еще 3. 1, 2, 3. Для того, чтобы лобная часть была более открыта. С этого момента я буду вывязывать отворот моей шапки. Последнюю петлю подхватываю за обе дужки, провязываю столбик. И отсюда формирую цепочку для отворота. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 1 на подъем, 8. Переворачиваю вязание, точно так же возвращаюсь столбиками в полупетлю. Здесь выхожу на вязание нового клина, поэтому отсчитываю 1, 2, 3, 4, 5, 6 петель. Последняя петля в этом ряду будет провязана в эту точку. У меня полностью сформирован третий клин. Обращаю внимание, и провязана половина отворота. Продолжаю вязать следующий клин и точно так же по отвороту. Ничего не меняю. Сейчас у меня уже провязан 4-й клин полностью и закончен отворот по части лба. Я отсчитываю также 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 петель. Это будет петля последняя. Отсюда я буду формировать снова часть на выпуск уха. В маркер провязываю столбик за обе дужки. Готово. Точно такой же выпуск остался. И выпускаю ушную часть. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 петель плюс 1 подъема. Проверяю. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Все верно. Поворачиваю вязание. Здесь выхожу на новый клин. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И вяжу туда-обратно снова 7 рядов. Я закончила вязание полного 5-го клина. 1, 2, 3, 4 и 5. Обрезаю нить с хорошим запасом. Ее мне должно хватить для того, чтобы
сшить затылок. Вытягиваю. Здесь сейчас также нужно стянуть макушку. Пропускаю вытянутую нить в ключевые петли по макушке. Первая, вторая и так далее. Здесь сейчас намечаю по более длинной части уха, где закончится затылочный шов. Должно быть одинаковое расстояние, симметрично. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Это последняя точка сшивания затылка. Вставляю нить в иглу с большим ушком. Буду проходить обычным швом. Здесь у меня полная кромочная коса окончания вязания. Это начало вязания. Вставляю крючок. Подхватываю 2 точки и вывожу в следующей точке иглу. Далее снова полную кромочную косу. Так как стежки туда-обратно, следующую уже ввожу по направлению вниз. Стараюсь не затянуть, чтобы шов получился достаточно эластичный. Далее в следующую и вывожу за обе кромочные косы. Ввожу уже в следующую точку. Таким простым швом прохожусь до самого низа намеченной мною петли. Готово. Шов получился незаметный. Теперь хорошенько закрепляюсь. Создаю узелок на изнанке. И прячу нить в глубину шапки. То же самое делаю и с нитью начала вязания. Увожу ее наизнанку и прячу с помощью иглы. Шапка почти готова. Осталось немного закрепить отворот. Можно подшить, пришить, пройтись каким-либо декоративным швом обвязки. Но я делаю самое простое. По уголкам хочу прикрепить. Здесь соответствующую 7 столбиков была ширина отворота. 1, 2, 3, 4, 5, 6. В 7-й столбик я и увожу мои ниточки. Одна с одной стороны, вторая с другой стороны. Готово. Здесь завязываю и точно так же прячу кончики. Здесь по аналогии. Шапка получилась очень уютная, теплая и объемная. Потрачено на нее минимум времени. Такой аксессуар согреет вас в холодную осень и зиму. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, будет много интересных видео. Всем пока!